Массированная атака на Киев, баллистические ракеты и дроны. Расскажем все подробности. Украина уничтожила еще один российский бомбардировщик Ту-95МС и ударила по нефтехранилищам. США бьют по Ирану восьмую ночь подряд. Иран сообщил об ударе по строящейся АЭС. Военные аналитики говорят о подготовке США к нанесению стратегических ударов. Что это значит? Жители Венгрии спорят об отставке президента, назначенного парламентом Виктора Орбана. В США арестовали скандальных братьев Тейт. В Великобритании против них десятки тяжких обвинений. Сами британцы развлекаются на чемпионате по борьбе на пальцах ног. Серьезные соревнования, кстати. Есть денежные призы, медали и олимпийские амбиции. В Китае представили уникальный бионический протез, которым можно даже играть на рояле. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак за время полномасштабной войны. Обстрел начался около половины второго ночи и продолжался почти 5 часов. Основной целью стала столица. Погибла 89-летняя женщина, 16 человек получили ранения. Пожары и разрушения зафиксированы сразу в 5 районах: Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Деснянском и Днепровском. Всего воздушные силы Украины обнаружили 166 средств воздушного нападения, 41 ракету и 125 беспилотников. Россия выпустила 10 цирконов, 25 баллистических ракет «Искандер-М» и ракет из комплексов С-400, 3 «Оникса» и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59 или Х-69. ПВО сбило либо подавило 18 ракет и 108 дронов. Зафиксированы попадания 23 ракет и 10 ударных беспилотников на 20 локациях. Обломки упали еще в 18 местах. В Шевченковском районе загорелась трехэтажная пристройка к административному зданию. Повреждены жилые дома и больше 10 автомобилей. На Лукьяновке мощной взрывной волной разрушен наземный вестибюль станции метро Лукьяновская. Станцию закрыли. В Соломенском районе поврежден 5-этажный жилой дом, горели супермаркет и нежилые здания. В Святошинском районе из захваченного огнем частного дома спасли 4 человек. В Деснянском районе горели автомобили и нежилая застройка. В Днепровском — общежитие и территория рядом с торговым центром. Мы еле вышли. Мы ходили через первый этаж, выбивали кишок. Из подъезда выйти нельзя. Все загорело, машина погорела. Все. Все, что было. Сначала был первый удар. Дом затрясло. Потом какое-то время было тихо. Здесь, в коридоре, сорвала входные двери. Затем последовал второй удар. А потом раздался мощнейший взрыв. Мы его услышали. Дом снова начал трястись. И я слышал, как все вокруг разлетается. Киев снова расцветет. Эти идиоты продолжают все разрушать. Но мы все восстановим, построим новое. И все будет хорошо. Прямым попаданием полностью уничтожены завод и склады украинской компании «Юкртак», выпускающие бронежилеты, средства индивидуальной защиты и тактическое снаряжение. Основатель предприятия Северен Донгадзе сообщил: сотрудники не погибли, производство намерены восстановить. В Киевской области загорелись склады и логистический объект. В Запорожской области российский дрон попал в пассажирский поезд. Пассажиров заранее эвакуировали. Легкое ранение получила проводница. Министерство обороны России подтвердило массированный удар и заявило, что атаковало предприятия военной промышленности и логистические центры Киева и области, а также портовую инфраструктуру Южного в Одесской области. Независимого подтверждения всего заявленного перечня целей нет. Владимир Зеленский назвал защиту от баллистических ракет главным приоритетом и потребовал ускорить поставки перехватчиков. Защита от баллистики сейчас остается постоянным и главным приоритетом. Ракеты-перехватчики нужны ежедневно, и я благодарен всем, кто серьезно относится к нашим договоренностям и обеспечивает поставки средств противоракетной обороны. Каждый такой пакет сегодня — это буквально спасенные жизни во время каждой массированной российской атаки. Очень важно, чтобы одновременно с работой над противоракетной обороной продолжалось давление на Россию. Промедление с новыми решениями дает Москве возможность спланировать не только новые атаки против наших людей, но и способы обойти новые санкционные ограничения. Благодарю всех, кто помогает. Новая атака россиян на Киев вновь показала дефицит ракет для систем Патриот, наиболее эффективного средства Украины против баллистики. Дональд Трамп заявлял о готовности разрешить их лицензионное производство в Украине, однако сроки, объемы и схема передачи технологий пока не определены. Украинские беспилотники уничтожили российский стратегический ракетоносец Ту-95МС на аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области. Удар был нанесен в ночь на 16 июля.
Опубликованный осень-ресурсом «Авивектор» спутниковый снимок показывает самолет с полностью оторванной хвостовой частью и следы пожара на стоянке. В СБУ заявили, что этот борт регулярно применяли для запуска по Украине крылатых ракет Х-101 и Х-555. По оценкам украинских аналитиков, у России осталось не более 2 десятков Ту-95МС, способных выполнять боевые вылеты, а регулярно используется около 12. Российские власти уничтожение самолета не комментировали. Украина нанесла новую серию дальних ударов по топливной и морской логистике России. Главной целью ночью стал Ставропольский край. СБУ заявила о поражении сразу 3 нефтебаз, еще один топливный объект атаковала украинская армия. Российский проект «Астра» геолоцировал пожары на 2 базах в промышленной зоне хутора Вязники возле Михайловска и на нефтебазе «Лукойл Югнефтепродукт» в Ставрополе. Горели резервуары, сообщалось о детонации. Российские власти признали 3 очага пожара, ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Погибших и раненых, по предварительным данным, нет. Нефтехранилище возле Михайловска атакованы уже в 3-й раз за несколько недель. Министерство обороны России утверждает, что за ночь над регионами страны и оккупированным Крымом перехвачены 140 украинских беспилотников. Мы продолжаем совершенно обоснованно и точно отвечать на российские удары. Сегодня украинские дальнобойные санкции достигли определенных целей, которые обеспечивают и финансируют российскую агрессию. Подразделения Службы безопасности Украины нанесли удары сразу по 3 нефтебазам в Ставропольском крае, а подразделения наших вооруженных сил поразили еще один топливный объект в том же регионе. Зафиксированы прямые попадания по 3 танкерам российского теневого флота в Черном море. Благодарю каждое наше подразделение, которое помогает укреплять в России понимание того, что эту войну необходимо завершить. Слава Украине! Удары продолжились и на море. СБУ сообщила, что морской дрон «Мамай» поразил в Черном море танкер «Аверо», перевозивший российскую нефть в Китай и Индию в обход эмбарго. Сообщается о прямых попаданиях по 3 судам российского теневого флота. Генштаб Украины также сообщил о поражении 2 танкеров, плавучего крана в Азовском море, комплекса БУК возле Зеленополья и автомобильного моста у Новоэкономического, который использовался для военной логистики. Соединенные Штаты провели 8-ю подряд ночь ударов по Ирану. Центком опубликовал кадры взлета боевых самолетов, запуска крылатых ракет с военного корабля и поражения наземных целей. Американское командование заявило, что атакованы береговые системы наблюдения, объекты ПВО, морская военная инфраструктура, а также склады ракет и беспилотников. Операция проведена по приказу Дональда Трампа. Отдельные удары нанесены по подразделениям Корпуса стражей Исламской революции, которые Вашингтон связывает с атакой на американских военных в Иордании 17 июля. Тогда при отражении иранских ракет и дронов погибли 2 военнослужащих США, еще 1 пропал без вести. 4 эвакуировали в больницы, позднее их выписали. Общее число погибших американских военных с начала войны достигло 16. Иранские агентства сообщили об атаках возле Сирика в провинции Хормазган, острова Кешем и Шадыгана у границы с Ираком. В Сирике власти не подтвердили жертв или повреждения инфраструктуры. США утверждают, что продолжают разрушать возможности Ирана контролировать Ормузский пролив и атаковать американские базы. В регионе находится более 50 тысяч военнослужащих США. Иран заявил об ударе несколькими боеприпасами по ядерному объекту Дарховен в провинции Хузестан и обвинил США. Вашингтон и МАГАТЭ атаку не подтверждали. На площадке с 2022 года строят 300-мегаваттный реактор. Первый, полностью спроектированный в Иране. Объект находится под гарантиями МАГАТЭ и официально предназначен для мирной энергетики. Иран расширил удары по американским базам и критической инфраструктуре союзников Вашингтона в Персидском заливе. В Кувейте 2-й раз за 2 суток атакована электростанция и комплекс по опреснению воды. Министерство энергетики сообщило о пожаре и повреждении большого числа генерирующих блоков. Власти задействовали аварийный план и утверждают, что энергосистема пока работает устойчиво. Для Кувейта это особенно опасно. Опреснительные установки обеспечивают около 90% питьевой воды. Накануне удар также пришелся по нефтяному объекту. Кувейтская армия заявила, что отражает новые атаки ракет и беспилотников. Премьер-министр Кувейта шейх Ахмад Абдалла Ас-Сабах посетил раненых в больнице Аль-Адан после серии иранских ударов по стране. Среди пострадавших – пожарные и сотрудники нефтяного сектора, работавшие на объектах, поврежденных ракетами и беспилотниками. Тегеран утверждает, что дроны поразили американские объекты в лагере Бюринг и на авиабазе Али-Аль-Салем, склад боеприпасов, радары и системы воздушного наблюдения. А вот это видео распространяют иорданские пользователи социальных сетей. Некоторые жители страны рады ударам иранских баллистических ракет. В Бахрейне ПВО перехватило несколько иранских ракет и дронов. Сирены включали уже в 7-й раз менее чем за 2 суток.
Бахрейн, где размещен штаб 5-го флота США, потребовал от жителей не приближаться к обломкам перехваченных целей. В Иордании возникла путаница вокруг порта и аэропорта Акабы. Посольство США объявило, что их эвакуировали из-за конкретной и достоверной угрозы, и призвало американцев не приближаться к объектам. Правительство Иордании это опровергло. Заявило, что угроз не обнаружено, приказа об эвакуации не было, аэропорт и единственный морской порт страны работают нормально. США фактически игнорируют требования Израиля убрать военные самолеты из аэропорта Бен-Гурион. Американские заправщики и другие борта по-прежнему занимают стоянки главного международного аэропорта страны, мешая восстановлению пассажирских рейсов в разгар летнего сезона. Израиль утверждает, что договорился о перебазировании техники, однако самолеты остаются на месте. К 21 июля Вашингтон обещает сократить число заправщиков только до 20. Дональд Трамп призвал республиканцев включить Иран в законопроект о новых санкциях против России. Документ, продвигавшийся покойным сенатором Линдси Грэмом и поддержанный обеими партиями, предусматривает ограничения против российских чиновников и повышенные пошлины для Китая и Индии, продолжающих закупать российские энергоносители. Республиканцам следует включить Иран в законопроект о санкциях против России. Именно этого хотел Линдси, и так и должно было произойти. Важно? Президент DJT. После гибели американских военнослужащих в результате иранского удара по базе ВВС США в Иордании, Дональд Трамп может усилить военные действия против Ирана. Военные эксперты телеканала Fox News не исключают нанесение масштабных стратегических ударов по Ирану в ближайшие дни. До сих пор нам удавалось обходиться без погибших военнослужащих. Теперь 2 американских военнослужащих погибли, 4 получили ранения, а 1 в настоящее время числится пропавшим без вести. Сэр, какова ваша главная оценка этой срочной новости? Айша, в определенной степени это было неизбежным результатом противостояния с Ираном, который действует и высказывается недобросовестно. Уже несколько недель они пытаются убивать американцев. Мы обмениваемся с ними ударами в ходе военных действий, но, думаю, на прошлой неделе президент Соединенных Штатов начал давать понять, что они, наконец, переступили черту, за которой заканчиваются его терпение и добрая воля. Я ожидал, что расширенные военные операции начнутся на следующей неделе. Но теперь, думаю, президент ускорит их, чтобы отомстить за этих американцев, а также преподать Ирану очень важный урок. Мы доведем дело до конца и заставим их подчиниться нашей воле. Трагическая гибель этих 2 военнослужащих приведет к ускорению того, что я и без того считал неизбежным — расширение военных операций в Иране. Как вы думаете, что здесь пошло не так? Джоуи уже поднимал этот вопрос, и, кажется, Лукас тоже. Возникает вопрос, сколько ракет и беспилотников есть у Ирана? Может быть, у него больше ракет и беспилотников, чем нам известно. Удалось ли ему восполнить их запасы во время перемирия, действовавшего последние несколько недель? Или на наших объектах в Иордании не было должной системы обороны? Как вы считаете, что произошло? Эйша, прежде всего, что касается обороны. У нас действует эшелонированная система. Это означает, что мы располагаем различными комплексами для защиты от разных угроз. От мощных баллистических ракет большой дальности до небольших беспилотников и даже огня местной артиллерии. Но даже лучшие системы не обеспечивают стопроцентной защиты. Например, даже израильский железный купол, одна из самых передовых систем, перехватывал примерно от 90 до 95% целей. Это означает, что от 5 до 10% угроз преодолевают оборону. Думаю, с точки зрения защиты мы видим следующее. Если Иран запускает достаточно много ракет и беспилотников, часть из них неизбежно достигает целей. Именно поэтому я сказал, что произошедшее было в определенной мере неизбежно. Думаю, перемирие продолжительностью 3,5 месяца дало Ирану время перегруппироваться. Мы существенно разрушили ряд возможностей, позволяющих ему проецировать силу, но Иран смог в некоторой степени их восстановить. Сейчас мы видим результат того, что во время перемирия он сумел частично восстановить эти возможности. Ранее на этой неделе Иран выступил с предупреждением. Кажется, один из высокопоставленных командиров корпуса стражей исламской революции заявил: если американские удары продолжатся еще несколько дней, а они наносились уже 7 дней подряд, Иран перейдет к полномасштабной наступательной операции. Судя по всему, минувшей ночью он так и поступил. Каким, по вашему мнению, должен быть ответ, учитывая, что наши сыновья и дочери не просто оказались в опасности, но теперь уже погибли? Скорбят 2 семьи, а с учетом пропавшего без вести американского военнослужащего, их может стать 3. Каким должен быть ответ?
Эйша, это действительно трагедия. Мне самому приходилось сообщать ближайшим родственникам о гибели военнослужащего, поэтому я знаю, насколько тяжело переживаются такие ситуации. Президент давал понять, что на следующей неделе, а теперь, вероятно, уже сегодня ночью, будут нанесены стратегические удары по опорным объектам режима, центрам внутренней безопасности, электростанциям, мостам, логистическим и энергетическим объектам. Думаю, даже во время масштабных боевых действий часть экономической инфраструктуры Ирана, включая остров Харк, оставалась фактически неприкосновенной. Теперь президент, вероятно, сочтет необходимым не только отомстить за этих военнослужащих, но и выполнить сказанное им на этой неделе. Нанести удары стратегического уровня, сделать их максимально болезненными для режима, чтобы, как мы надеемся, заставить его подчиниться нашей воле и достичь наших стратегических целей. В Венгрии обсуждают досрочное прекращение полномочий президента Тамаша Шуйока. Накануне он подписал 17-ю поправку к Конституции, которая завершает его полномочия почти на 3 года, раньше срока, сразу после публикации закона в официальном вестнике. Поправку провело парламентское большинство партии ТИСА премьер-министра Петра Мадьяра. После разгромной победы над Виктором Орбаном на апрельских выборах новое правительство последовательно демонтирует кадровую и институциональную систему, созданную Фидес. Шуйок был избран президентом в 2024 году прежним парламентским большинством. Основанием для прекращения его полномочий названа серьезная утрата общественного доверия. Сам Шуйок заявил, что обязан подписать документ, поскольку парламент принял его законным способом. Однако бывший председатель Конституционного суда предупредил, реформа нарушает конституционные принципы и наносит ущерб верховенству права. Петр Мадьяр назвал подпись устранением последнего препятствия для выполнения решений новой власти. Конечно, было бы лучше, если бы Тамаш Шуйок покинул свой пост раньше. Было бы лучше, если бы это произошло более достойно. Было бы лучше прийти к этому благодаря благоразумию самого президента, если бы он взял на себя ответственность и подал в отставку. Но эти поправки были необходимы, поскольку Венгрия не может полагаться на благоразумие президента и чувство ответственности за страну со стороны прислужников потерпевшего крах режима Орбана. Мнения жителей Будапешта разделились. Одни считают, что Шуйок не проявлял независимости и молчал в моменты, когда президент должен был выступать арбитром. Другие поддерживают смену власти, но критикуют сам механизм изменения Конституции. Он, президент Тамаш Шуйок, никогда ничего не говорил именно тогда, когда это действительно было необходимо. За последнее время было несколько случаев, когда очень хотелось услышать нейтральное и независимое мнение, но этого не произошло. Они могли это сделать, поскольку располагают большинством в 2/3, но поступили отвратительно. Если честно, мне совсем не нравится, когда законы принимают задним числом. Мне совсем не нравится то, что сейчас происходит в парламенте. Я не говорю, что мне не нравятся перемены, но, думаю, принуждение Тамаша Шуйока к отставке направило ситуацию по неверному пути. Мне любопытно, что произойдет дальше, но хороших предчувствий у меня нет. Тамаш Шуйок был совершенно незначительной фигурой. Он никогда ничего не говорил, никогда не занимал никакой позиции, а лишь молча все подписывал. Он говорил то, что ему велели говорить. Он действительно был марионеткой. Теперь возникнет новая однопартийная система. Партия ТИСА, очевидно, поставит на этот пост собственную марионетку. Теперь они будут делать все, что захотят. Даже до сих пор у президента, к сожалению, было не так много полномочий, но теперь станет еще хуже. Во Флориде задержаны братья Эндрю и Тристан Тейт, бывшие спортсмены и интернет-инфлюенсеры, собравшие многомиллионную аудиторию на курсах о богатстве, жесткой маскулинности и отношениях. Американские маршалы взяли их под стражу в Майами по британскому запросу об экстрадиции. Арест провели незадолго до турнира по боям без перчаток, где Эндрю Тейт должен был выступить соведущим. Министерство юстиции США заявило, процедура проводится в соответствии с договором между двумя странами. Братья остаются в федеральном центре содержания и должны предстать перед судом. Британская прокуратура резко расширила дело после заявлений еще 4 предполагаемых потерпевших. Теперь в материалах 59 пунктов, 42 в отношении Эндрю и 17 в отношении Тристана. Следствие рассматривает события с 2010 по 2017 год и говорит в общей сложности о 7 женщинах. Формулировки включают тяжкие преступления против половой неприкосновенности, эксплуатацию, причинение физического вреда, торговлю людьми и незаконные материалы с участием несовершеннолетних.
В общей сложности против Эндрю и Тристана Тейтов теперь санкционировано предъявление 38 новых обвинений. Таким образом, общее число предъявленных им обвинений достигло 59. Обвинения касаются 7 потерпевших и предполагаемых преступлений, совершенных в период с 2010 по 2017 годы. В рамках этого сложного расследования наши сотрудники тесно сотрудничали с Королевской прокурорской службой, а также с национальными и международными правоохранительными органами. Теперь я могу подтвердить, что минувшей ночью сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов задержали Эндрю и Тристана Тейтов в связи с этим делом. Они остаются под стражей в ожидании дальнейших юридических процедур. Я хочу четко заявить, в нашем обществе нет места насилию мужчин в отношении женщин и девочек. Мы продолжим неустанно поддерживать потерпевших и расследовать все поступающие к нам заявления. Большое спасибо. Оба брата полностью отвергают обвинения. Защита утверждает, что Лондон ранее согласился не требовать их передачи, пока продолжается разбирательство в Румынии. Адвокат также заявил, что американский арест якобы санкционировал сотрудник Министерства юстиции невысокого уровня, без согласования с руководством. Независимого подтверждения этому нет. Сначала федеральный суд должен определить, допускает ли закон выдачу Великобритании. После этого окончательное решение принимает государственный секретарь США. Параллельно продолжается румынское производство, начавшееся после задержания братьев в 2022 году. Прокуратура обвиняла их в создании преступной группы, эксплуатации женщин и других тяжких эпизодах. Обвинительный акт позднее вернули следствию из-за процессуальных нарушений, но дело не закрыто. В Великобритании Эндрю Тейта также ожидает гражданский процесс по искам 4 женщин. Он отвергает и эти заявления. Таким образом, братья одновременно столкнулись с американской процедурой экстрадиции, британским уголовным делом, гражданскими исками и незавершенным расследованием в Румынии. В английском Эшборне определили новых чемпионов мира по борьбе пальцами ног. Всего в турнире участвовали 19 спортсменов. Схватки проходят на специальной площадке – таудиуме. Соперники сцепляют большие пальцы правых ног и пытаются прижать стопу противника к боковой планке. Второй раунд проводят левой ногой, решающий – снова правой. Перед стартом участники моют ноги, проходят проверку на инфекции и подписывают документ, подтверждающий, что понимают риск травмы. Переломы пальцев, волдыри и повреждения коленей здесь считаются обычными последствиями. Не хотелось бы слишком много рассказывать о своей технике. Это своего рода профессиональная тайна. Поэтому я, так сказать, не раскрываю карты. А затем, как я уже говорил, мы побеждаем. Я просто обожаю это место. Это у меня в крови. Я занимаюсь борьбой пальцами ног с 94 года. Сегодня я завершаю карьеру, и это будет мой последний настоящий титульный поединок. Но я еще задам жару. Я по-прежнему буду участвовать в боях, однако теперь стану международным судьей и буду работать по всему миру. В мужском финале местный силач Кейси Брукс по прозвищу «Большой палец» победил действующего 4-кратного чемпиона Бена. Тотальное разрушение Вудрофа. Год назад Брукс дошел только до финала. Ощущения потрясающие. Я, честно говоря, не верил, что это произойдет, потому что Бен побеждал уже 4 раза. Но это доказывает. У вас может получиться, верно? Просто попробуйте. Никогда не знаешь, возможно, именно вам это удастся. 17-кратный чемпион Алан Насти Нэш провел последнюю титульную схватку и объявил, что теперь станет международным судьей. Женский титул впервые завоевала Эбигейл Большой Ноготь Бич. Нет, я даже не могу описать, насколько это прекрасное ощущение. Я очень собой горжусь. Когда дошла до заключительных этапов, я совершенно не верила, что смогу победить, потому что выбила из турнира свою сестру, действующую чемпионку мира. Поэтому мне было очень страшно. Но я справилась. Я на 7-м небе от счастья и очень собой горжусь. Соревнования придумали в соседней деревне Уэттон в середине 70-х. Посетители паба решили создать дисциплину, в которой Британия сможет стабильно побеждать иностранцев. Уже во 2-м чемпионате их, однако, обыграл канадец. Организаторы позднее пытались добиться олимпийского признания, но получили отказ. Призовой фонд турнира в Эшборне составляет 9 тысяч фунтов. Следующий чемпионат назначен на июль 2027 года. В Шанхае показали новое поколение бионической кисти BrainCom. Протез считывает электрические сигналы мышц и нервной системы, распознает намерение пользователя и почти без задержки переводит его в движение. Каждый из 5 пальцев можно контролировать отдельно, одновременно сохраняя координацию всей кисти. На выставке молодой человек с ампутацией одной руки продемонстрировал жесты, а затем сыграл на фортепиано. Разработчики заявляют, что управление не требует физического контакта с дополнительными контроллерами и должно позволить пользователям выполнять повседневные действия почти так же свободно, как собственной рукой. Устройство представили на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае.